Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете нашей встречи со Степаном Демурой, и они случаются. Благодаря, конечно же, вам. Степан Геннадьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Друзья, все как обычно. Формат нашего эфира очень прост. QR-код, который вы видите на своих экранах, это возможность начать со своего вопроса, сессию вопросов и ответов. Также вопросы собираем в сообществе YouTube. Ну и, конечно, в закрытом клубе зрителей «Шелест» в Телеграм. Также будем общаться с чатом трансляции, но это в самом финале, поэтому досмотрите до конца. Ну и, конечно, естественно, опрос нашего сегодняшнего эфира. К чему приведут залетевшие в Польшу дроны? Варианты ответов. Украине будут больше помогать, Украине будут меньше помогать, Украине не будут помогать совсем. Или, такой вариант, знаете, это начало войны между Россией и НАТО. Вот так вот. Выбирайте, друзья, ваш вариант. Начнем с этого, а в конце подведем итоги. Как вам кажется, вот из этих 4 вариантов про Украину и войну России с НАТО, которая вот уже начинается, что бы вы выбрали? Ничего, потому что нет пятого варианта, ничего не изменится. А война должна начаться в 29-м или 30-м году. Так говорят немцы, а им можно верить. В общем, друзья, голосуйте. Если вы тоже думаете, что ничего не изменится, просто напишите это в комментариях. Да? Начнем наш сегодняшний эфир. Мы вернемся к вопросу, конечно, дронов, Польши, денег и всего остального, но я вот ждал нашего с вами разговора, чтобы каким-то образом понять, что вообще в Америке происходит. Ну, это какой-то прям ужас. Значит, студенты как бы собираются, да, Чарли Кирк, известный, адепт традиционных ценностей, политик, о нем много сейчас пишут, да, потому что, в общем, собирает студентов, работает он с молодежью. И раздается выстрел, и, собственно, да, его забирают и спешно везут в больницу. Дальше крутят какого-то деда, который говорит: застрелите меня, такой какой-то странный дед. Быстро его находят, соцсетью демократ, представляете? Ну и понеслась, то есть там демократы, левые, убийцы, пишет Илон Маск. Потом выясняется, что дед пердед, то есть это просто, не знаю для чего, зачем это было сделано. Отстрелял какой-то, в Солт-Лейк-Сити опубликовали фоторобот, вроде как он. Нашли винтовку, а там на гильзах пишут какие-то ЛГБТшные антифашистские штуки. То есть вот какой-то такой заряженный. Но его не поймали. Но опытные пользователи сети увидели в видео, где, собственно, сидит Кирк, да, и вот это же крупным планом снято. Во-первых, какой-то странный вопрос от ребенка про тоже стрельбы, да, то есть потом вот это видео, где он держит микрофон, а у него перстень на одном пальце, а потом, на другом. В общем, Исчезает. много вопросов каких-то. Буковка F исчезает, да. Давайте каким-то образом разберем, а что произошло с Америкой вчера, вот сутки назад? Да ничего не произошло. Такой же у них были, они любили отстреливать политических лидеров в 60-е и 70-е годы прошлого века, как раз было предыдущее 4-е превращение, и вот сейчас будет 4-е превращение, уже началось. Политические, скажем так, это когда институты уже все прогнили, нужно что-то менять, и вот начинается вот это превращение так называемое. Единственное, что в этом году на 100% выросли, скажем так, силовые воздействия на политиков, как они пишут. В принципе, ничего сегодня не происходит. Правда, винтовка такая интересная была, 30-го калибра. Это слонобойка практически. Как ему еще голову не снесло вместе с шеей. Вот. Поэтому ничего особенного не происходит, на самом деле. Просто цикличное развитие общества. Институты, как мы видим, полностью прогнили. Да. Трамп как раз избирался на том, что мы все здесь поменяем, все будет к лучшему, я разгребу, осушу болото. Но не получилось, сам из болота. А так, такой, знаете ли, вполне умеренный телепроповедник.
абсолютно лояльный Трампу, потому что он тоже сильно топил за раскрытие информации по делу Эпштейна, но когда выяснилось, что Трамп по уши в дерьме в этом деле, он тут же эту тему закрыл, сказал, что я оставляю обсуждение этой темы моим хорошим друзьям из администрации Трампа. Все. Там много чего. Ну, единственное, он не очень хорошо отзывался, скажем так, в последнее время об Израиле. Говорил контрреволюционные вещи, типа все люди равны. Ну, это реально для толерасов это как серпом по яйцам. Что нет да, более равных среди равных. Оказывается, все равны перед Богом, перед законом вообще. Ну, такие, вполне умеренный человек, насколько я понимаю. Весьма состоятельный, там у него, по-моему, оборот империи за 100 миллионов, несколько каналов миллионников, много миллионников на Ютубе, поэтому... Понимаете, здесь много может быть теорий. Может быть, поскольку сейчас израильтяне помешаны на попытках исправить свою ситуацию с электоратом в Америке, запрещают все и вся. Вполне возможно, что на самом деле просто те, кто стоят за Трампом, они подожгли Рейхстаг. Мгм. Посмотрим, как они сейчас будут разбираться с демократами и с толерасами. Поэтому здесь версий огромное количество, может быть, честно говоря, даже не особо интересно. Посмотрим по тем действиям, которые будет предпринимать администрация Трампа. Если, грубо говоря, его поднимут на знамя, повесят на знамя и под этим начнут реально мочить толерасов, вполне возможно, что просто подожгли так. Очень удобно. Как в свое время эта операция «Зух» была, «Золотое ухо» у Трампа. Там, помните, снайпер Зух. попал, не попал. Ну, действительно, там все было сделано, скажем так, внутренняя работа, все было сделано ради этого великого снимка, как на Ио Джиме. На самом деле, выходит Трамп через 2 недели, я внимательно вот так говорил, ребята, да ну, перестаньте дурью мать, посмотрите на его, как он выйдет. Сняли швы, а там даже, извините, родимое пятно на этом месте никуда не делось. То есть, либо пластический хирург, бог, но ухо абсолютно целое, никаких следов. Поэтому, ну, да, такая вот была интересная операция сделана. Но все-таки ситуация с этим перстнем вообще как-то странно выглядит, если честно. Ну, там, понимаете, вот, ну, если вот уж пытаться все это объяснять, вот то, как он сидит, вот он скрестил руки с микрофоном, вполне возможно, когда пуля попала, это же идет, ну, грубо говоря, шок, конвульсия. Возможно, вот так вот схватил перстень случайно, потому что потом он развел руки, перстня нет. Там буковка F еще куда-то пропала. Ну, понимаете, когда все чисто и понятно, ну, тут можно объяснить сразу. Вот, да, вот произошло это и это. Когда начинаются такие вот какие-то непонятки, и, скажем так, лично у меня доверия нет вообще никакого правительству, в принципе, как говорил, кто же у них был-то, такой очень отличный комик, Карл, не Карлайл, это другое, Карлин. Харламов. Карлин, да. Первое правило, запомните на всю жизнь. Первое правило жизни в любом обществе. Правительство врет всегда. Здесь Харламов, можно да. долго рассуждать, но просто А, Степан методом. Геннадьевич, так а что с этим дедом? Каким из... Ну, дед отвлекал внимание, получается. Что это Я не за... знаю, вот я честно говоря, это вот из той серии, ну, сдох Максим, ну и чё ж с ним. Это, в принципе, я думаю, не первое, не последнее политическое убийство. Недавно там сенатора кого-то хлопнули в Миннесоте, тоже якобы сторонник Трампа, еще что-то. Этого еще будет много. А могли Трампу черную метку послать. Вот. Что в следующий раз мы не промахнемся. И вообще будет FPV пролетит. Украинский. Трамп говорит, надо лишать жизни. Прям указы подписывают. Все. Да, да. Какой-то зловещий Трамп. Что Не, так? ну я думаю, вот и это все ложится в одну вот канву, если я прав, это поджог Рейхстага. Вполне возможно, что и жертв выбрали, и этого Черномазова тоже, скажем так, натравили, обработали психологически, потому что, ну, понятно, что это такое животноподобное существо, легко поддающееся внушениям и гипнозу. Вообще какая-то Поэтому все странная... может быть. Вот Все может быть. по поводу вот этого случая в метро в Северной Каролине, да, где погибла зверски, в общем,
убита Так, украинка. ну, Там же пошли первые вот эти материалы из суда. Сестру раскопали, она там пытается что-то там прессе рассказать. Сам он какую-то ересь несет. Короче, он душевно больной, несколько раз ходил в больницу, его как бы отбревали оттуда. А он говорит, слышал голоса какие-то там, они, в общем, ну какой-то нет, такой. вполне возможно, что на самом деле это тоже провокация, подстава спецслужб просто, ну, взяли отморозка животное, легко внушаемое, с неустойчивой психикой, скажем так. Внушили, он сделал свое дело, теперь пытается вспомнить, у него там биполярочка или мозаичное что-то сидит. Вот он голоса слышит. Вполне возможно. Таких проектов, на самом деле, у всех спецслужб было много, есть много. Ну там неважно было, да, вот если я правильно вас понимаю по поводу теории поджога Рейхстага, что там неважно было украинка, не украинка, просто Абсолютно, беленькая абсолютно. Просто девочка и... попала, да, попала, да. Причем она, казалось, была фанаткой БЛМ тоже. Ну, так вот. Да. Напоминает мне тоже толерасов, которых я знал на кампусе в Чикагском университете. Он же посреди гетто. В Чикагском университете тогда была самая крупная частная полицейская армия. 2000 полицейских в частном университете. И вот тоже толерас там все за негров топили, топили, пока они однажды не возвращались из бара поздно вечером. Ну, и пара негров его чуть, скажем, мозги ему не вынесли, а девчонку изнасиловали. Толерастия не осталось ни следа. Стал таким расистом, что я сам поражался. Думал, я расист, а я нет, я нормальный, это он расист. Ну, как бы смешного здесь вообще мало. А А, какая тогда цель? Ну, вот глобально. Ну, глобально, я думаю, что... А как хорошо, какая цель вводить армию в города? Национальную гвардию, а потом и армию. Порядок, Сейчас же чтобы они был. собираются, сейчас же они собираются передавать командование Нацгвардии в федеральный центр, так заниматься так называемой федерализацией Нацгвардии. То есть это практически станет частью Пентагона. Я думаю, что очень они хотят власть отобрать у толерасов. Потому что там, А там и много там власти? идет, Подождите. идет война. Там идет война, по большому Нет, счету, не на жизнь. там много власти, подождите. Ну, тут же какой момент? А, вот все говорят deep state, deep state, а никто не понимает, что это такое. То есть, в чем смысл Ну, противостояния? ну, Deep State, как я вот для себя понимаю, некоторые специалисты, которые в теме, они его называют interagency, внутреннее агентство. Насколько, вот как я для себя понимаю, что такое Deep State? Это такой, об этом, кстати, еще предупреждал в своей речи, по-моему, в 1956 году или позже, генерал Эйзенхауэр. Перед тем, как уйти из поста президента, он говорит, что мы создали монстр. Это военно-промышленный комплекс. Поэтому нужно сделать все, чтобы этот монстр не завладел государством. Ну, в результате этот монстр завладел государством, поэтому я для себя это определяю как такой симбиоз правительственных агентств, правительственных спецслужб, Пентагона, военно-промышленного комплекса. Сюда же включаются сенаторы, которые все куплены на корню ВПК. Просто задумайтесь над одной простой вещью. Почему где-то в конце 50-х годов Боинг взял и вдруг резко разнес производство своих самолетов и все, что он делает для ВПК и гражданки на, по-моему, 11 или 12 штатов. Очень просто. Сенаторы и конгрессмены. Если вы выделяете деньги на ВПК, выделяете бюджет на ВПК, это значит, ваши избиратели счастливы, у них есть работа в вашем штате. Такой монстр, вот симбиоз, ну, это вот и есть американская империя. Весь смысл существования этого монстра – это то, чтобы кормился ВПК, все приближенные к нему структуры, соответственно. Это страшное вообще создание на самом деле. И вот неоконы – это интеллектуальное, скажем так, оправдание и поддержка вот этого монстра. Ну, их идеология – мир через силу. То есть, раньше они производили оружие, теперь они производят вооружение. Если раньше они производили, я не знаю, там, ну, условно говоря, скажем, 100 самолетов F-15, то сейчас они делают один F-35 за те же деньги. Но прибыль та же.
Фишка в том, что врагов не осталось после распада Совка в Золотой век, но у нас поменялась концепция, и теперь концепция короткой победоносной войны с папуасами. Вот сейчас они эту концепцию огребают. Но это вот это вот для меня есть дипстейт. Это ЦРУ, все агентства разведывательные, Пентагон, все связанные с этим think tank, Конгресс, ВПК. Сейчас вот туда еще влезли эти, как они их называют, технофеодалы. Тоже получают огромные контракты. Это Маск и компания. Вот такой конгломерат, для которого война – это огромные доходы. А почему надо было Петьке Хексету новую должность придумывать, министр войны? Ну, знаете, это самое, как это, долбанутым нет покоя, то одно им, то другое. Ну, вот из этой серии, я думаю. Нет, Ну, ну потому что концептуально же что-то поменялось. до 40, ну, концептуально, формально слили интересную информацию о том, что если буквально, ну, скажем так, 2 недели назад, и всегда уже последние там, наверное, десяток лет, особенно вот после ШОС, встречи ШОС, да, все сразу стали аналитики, эксперты и политики говорить, что да, главная задача Пентагона – это сдерживание России и Китая. То вдруг стала поступать информация, что ладно, с Россией и Китаем забили на них, а главная задача Пентагона сейчас будет зачистка нашего двора и работа с внутренними вызовами внутри страны. То есть, типа, гегемон уходит отовсюду, так что ли, получается, замыкается в своем западном полушарии. Сейчас будут пытаться чистить Чавеса, я думаю, без Мадуро, результата. Мадуро. Да, да, Угу, прости, Угу, да. Вы несравнимы, конечно. Мудуризм будут избавляться от мудуризма, попытаются. На Бразилию уже наехали, потому что это чужеродное сознание в западном полушарии. Ну и вот армия теперь будет в городах еще заниматься наведением порядка. Поэтому, ну, понимаете, ну да, есть такие утечки, замечательно, вполне разумно, потому что в самом начале президентства, по-моему, через месяц после въезда Трампа в Белый дом, тот же, кто у них, Руби, кубик Рубика, заявил, что да, многополярный мир, все, мы не можем больше быть полицейским, мы типа за многополярный мир. После этого последовала серия действий, которая говорит о том, что по всей видимости была оговорка, как казалось. И сейчас снова такая интересная оговорочка по Фрейду. Типа все. У нас сил нет на противостояние с Россией и Китаем, поэтому мы замыкаемся на западном полушарии. Отсюда же наезды на Канаду были, наезды на Гренландию, все оттуда. Поэтому вполне возможно, так оно и есть. Но переименовать Министерство обороны, Министерство войны, ну, грандиозность нужна Трампу, понимаете, грандиозность. Все-таки орбитофронтальный синдром никуда не делся, дает о себе знать. Интересно, сегодня вот приходит как бы такая, ну, хотел сказать малява, но не буду. Вот. И это не от Трампа, Лукашенко, мы об этом поговорим позже. Тут другое. Я СМИ по запонке подарил. Запонки, да, вот это же тоже с Белым домом. Интересно, куда батька наденет эти запонки? На встречу с Путиным, когда привезет запчасти от Боинга, скорее всего. Так вот, выходит как бы калибром поменьше, но тем не менее, министр энергетики США Кристофер Райт и говорит о том, что администрация ставит своей целью свести поставки российского газа в Европу к нулю и полностью заменить их своими энергоресурсами. По его словам, европейские страны заверили США, что все закупки российских энергоресурсов будут свернуты через год, к концу 26-го. Как только наступит 1 января 27-го, российского газа больше не будет, говорит Райт. Ну да, он станет американским, да. Но американцев просто нет такого количества газа на такие закупки, поэтому будут продавать российский газ и брать себе маржу. Вот и все.
Ну, то есть, мы так понимаем, что северные потоки запустят, Вот не знаю, вполне возможно. Вполне. украинскую ГТС подключат, заполнят. Украинскую не знаю, северные потоки тоже. Если это случится, я думаю, не скоро. Но контролировать полностью, скажем так, энергетическую безопасность Европы, так называемые, американцы будут. Потому что, хотя они якобы и собираются уходить в свое западное полушарие, но остается открытым вопрос, а кто будет топтать Европу. Я думаю, что здесь у американцев тоже ничего не получится. По одной простой причине, что весь этот глобальный юг, все эти БРИКсы, ШОСы, новый, скажем так, центр многополярного мира, ну, это глобалисты, это их произведение. Ну и Евросоюз, и Европа – это их произведение. Зачем им этим делиться с США, я думаю. Ну, у американцев, да, будут попытки полностью контролировать Европу, полностью ее угробить, что, кстати, тоже играет на руку глобалистам, потому что, ну, как-то вот после чумки стало ясно, что более-менее сытые, более-менее довольные и состоятельные европейцы, ну, как-то не горят желанием что-то там принимать. Значит, надо их сделать нищими и голодными. Для этого мы будем заниматься плановым замедлением экономики, чем они занимаются именно в Евросоюзе. Не совсем понял логику. Зачем США А вот, топить Европу? ну как конкуренты, чтобы не было никаких вообще, если они же планировали идти лоб в лоб с Китаем, что в экономическом плане, что в финансовом, что, возможно, в военном. Ну, соответственно, как мы понимаем, есть еще рынок сбыта у Китая и рынок технологий это европейский. Поэтому там все надо контролировать. А как американцы могут что-то контролировать, это только следуя имперской традиции мир через силу, а именно создавая из любого государства клиентское государство, которое полностью зависит от метрополии. То есть Европу нужно сделать полностью, абсолютно зависящей от метрополии. Что в политическом, что в экономическом, что в энергетическом плане. Это все. Попытка будет, она уже идет. Вернемся к Европе, поговорим сейчас о дронах тоже, но давайте развернемся лицом на восток. Как бы повернемся к избушке задом, я бы сказал. Вот к Значит, избушке задом поворачиваться не надо. Вот не рекомендуется. к избушке задом давайте повернемся. Избушка давно мутировала. Так что Сегодня, значит, Политико стоять задом к лесу. публикует большой материал о том, что Путин и Нетаньяху оставили Трампа с носом. Ну, как бы идет расклад политический, все понятно. А вот к вечеру Wall Street Journal разродилось сообщением. Значит, Трамп проводил напряженный телефонный разговор с Нетаньяху из-за ударов по штабу Хамас в Дохе. Писали, что американский лидер был возмущен из-за того, что обидели ближайшего союзника США. Да, Неразумный Нетаньяху да. говорил. В общем, Нетаньяху говорит, у нас было очень мало времени, небольшой промежуток, мы воспользовались возможностью. Потом вроде как так поругались, в общем-то, деды трубки побросали и опять созвонились. Ну, может, разъединилось что-то, знаете, там. И вот во втором уже разговоре был более теплый разговор. Трамп спрашивал, ну как вы, там, поразили, не поразили, как оцениваете. Мгм. Ну и, в общем-то, как бы Трамп все больше разочаровывается в Нетаньяху из-за его агрессивных шагов, которые согласовываются без Вашингтона. Ну, скажем, да. Вообще, конечно, удар это действительно такой, ну, это плевок в миропорядок в принципе, и в Трампа в частности. Как оцениваете произошедшее? Катарский вот этот премьер-министр выходил и говорил, ребята, Нетаньяху ведет вообще арабский мир, Ближний Восток к хаосу. Слушайте, такой... Да ладно, что он там говорил? Типа оправдывался перед населением, что радары выключены, самолеты в воздухе, но тем не менее ракеты не сбивают. Хотя совсем недавно они гордились своей ПВО, которая якобы сбила все 12 иранских ракет, которые стреляли по базе. Ну, была подстава, потому что, ну, если так посмотреть, кто такие арабы, да?
сунниты, они очень сильно не любят Иран. Они его боятся и не любят. И одна из причин любви, потому что они самозванцы, а Ирану там несколько тысяч лет. А они кто такие? Они погонщики верблюдов, которых британцы выбрали, скажем, назначили управляющими территориями, когда уходили. Потому что, ну и все, вот поэтому они по большому счету на Ближнем Востоке не особо кто. И шиитов на Ближнем Востоке больше 50%. Иран шиитский. И пока что для исламской улицы и для исламских Шинармас все, что делали США с Израилем на Ближнем Востоке, привело к тому, что даже сунниты стали поддерживать шиитов. А после того, как Иран размазал народ как пудель по стеночке ровным слоем, выстоял против операций практически всего арабского окружения Израиля, США, Европы по смене режима, еще и Израиль чуть с лица земли не стер, еще неделька. Ну, успеет еще. Ну, конечно, это герой, да. Поэтому, ну как, идет планомерные попытки уничтожить так называемую ось сопротивления, да, то есть практически обрезать все, что создавалось, ну, при помощи Ирана, это Хамас, Хезболлу и сам Иран, и Ирак еще, сопротивление тоже. Ну, что-то уже вот который год и все никак. Поэтому, я думаю, там все было согласовано между всеми. Просто кто-то взял и предупредил переговорщиков ХАМАС, что нужно оставить мобильный телефон и покинуть помещение. Что они и сделали. И все. Я думаю, что это турки были. Они сейчас очень так закусились с израильтянами. Сильно. По поводу Сирии, потому что Израиль уничтожает средства радиотехнической разведки турецкие в Сирии, которые следят за Израилем. Но турки тоже не остаются в долгу. Вот, позвонили. Путин в свое время спас так Эрдогана, если кто не знает. Когда была уже согласована операция, и вертолеты были в воздухе с командой, чтобы арестовать все время Эрдогана, Путина поставили в известность, он позвонил Эрдогану и предупредил своего друга, так называемого. Ну, тот и сбежал. Сбежал из дворца. Известный тогда вот этот куп-то был, сорвавшийся. Он думал, что типа Эрдоган ему должен. Но Эрдоган, да, он никому ничего не должен. Так что, я думаю, здесь тоже предупредили, просто они оставили мобильный телефон и вышли из помещения. А так, это было все согласовано и с катарцами, и со всеми. И с этими самыми, и с аудитами, потому что пролетая через территорию, использовались британские и американские дозаправщики в воздухе, поэтому все знали. А что там Трамп дурочку валяет? Ну, потому что все пошло опять через косяк, а Кел опять промахнулся. Как и с Ираном, там тогда Трамп говорил, помнишь, в самом начале. Вот, они теперь все мертвые, переговорщики. Сейчас вообще от Ирана ничего не будет. Бегал и кричал, какие еврейцы молодцы. А потом, через 3 дня, когда поняли, что сейчас нам конец, все изменилось, Трамп тут же сменил пластинку. Так и здесь. Степан А так, Геннадьевич, ну что, ну, арабам показали, по большому счету, арабам показали, что, ребята, знаете, вот, читайте умных людей, читайте Бжезинского, который говорил, что быть врагом США опасно, быть другом смертельно. Посмотрите на Украину, например. Ну, это все. Что. Ну, до них только сейчас, значит, понимаете, когда выходит Натаньяху, 2 раза он уже выходил и говорил, да, я чуть ли не мессия, у меня миссия это построить великий Израиль, в который будет входить Ливан, там часть Саудовской Аравии, Иордания, еще что-то, судить такие, а нас за что? Аж ноту протеста выпустили. Аслофилы. Ну, что с ним делать? нет, ну подождите. Я так понимаю, ну и всем по барабану, что стреляли вообще по третьей стране, которая, ладно, там они просто там были, просто там А где-нибудь это варварство, понимаете, это варварство переговоры. произошло. Степан Геннадьевич, это же А с Ираном, переговоры. ну а когда это было с Ираном? Тоже во время переговоров. Их заманили, грубо говоря, в эту ловушку, что, ну да, там они, оказывается, знали, иранцы, что практически за час, когда будет точное время атаки, но они просто не ожидали, что будет атака такого масштаба. Они не ожидали, что будет попытка операции по смену
Режимы в Иране, например. Но тоже во время переговоров вроде, ну, ведем переговоры якобы, да, зачем нас бомбить? Ну, началось то же самое здесь. Ну, Доха теперь потеряла свой статус вообще какого-либо возможного посредника. Ну, что еще? А еще раз, это весь ужас в том, что такие вещи сейчас уже нормализованы, они стали новой нормальностью. То есть варварство, оно стало новой нормальностью. Никаких законов, ничего. А это еще, по-моему, со времен Бегина. Бегин сформулировал политику, внешнюю политику Израиля как политику бешеной собаки. Что все должны бояться нас, все должны в ужасе вообще на нас смотреть, потому что никогда не знаешь, что от нас ждать. Но он забыл одно, что бешеную собаку рано или поздно пристреливают. Вот, судя по всему, это время пришло. Ну, простите, ну, как какие-то арабы, но они выглядят какими-то куколдами, понимаете? Ну, они и есть такие, понимаете? Это вот эти вот Нет, ну, понты. нет, ну, правда. Ну, слушайте, Ну, реально. то, что сейчас происходит в Газе, ну, это же кошмар. Это геноцид в чистом виде. Они бросаются на эти фуры, раздирают их голыми руками, эти А коробки. жрать нечего. Ну, то есть эти гуманитарные... Грету Тунберг и ту даже подстрелили дроном ее миссию, флотилию свободы на этой катере. Она тоже туда пыталась плыть. Ну, доплыла, не Это доплыла, новая никто не знает. нормальность. Новая нормальность. Что, варварство, новая нормальность. Скажем так, сионизм, иудаизм, они стали тем, чем они были, превратились в варварство. Просто, знаете, вот это вот было конфетка такая была в оберточке интересной, блестящей, интересной. Оберточка поизносилась, потом и ветром сдуло, а внутри осталось то, что там было с самого начала. Вот и все. Теперь это на всеобщее обозрение выложено. И самое страшное, что вот эта вот новая нормальность, так называемая, она начинает влиять и на европейскую политику, на американскую политику и тому подобное. Потому что тоже такая непонятная ситуация вот с этой лодкой, да, которую якобы уничтожили около берегов Венесуэлы. Ну, это называется военное преступление. А все говорят, вот это все нормально, да, это нам плевать на... Даже Вен сказал, нам плевать на ООН, нам плевать на какие-то законы. Ну, нормально, ребят. Поэтому, к сожалению, это новая нормальность. И надо себя вести, есть такое мудрое изречение, что в Риме надо поступать так же, как поступают римляне. Так же и себя надо с ним вести. Ну, Ну, порадуйте их, какие дроны. смотрите, Ребята, ну какие дроны? Туда сразу надо калибры посылать. У них снова ПВО нет. А потом сказать, упс. А я и не знал, что тут этот самый полковник Иванов опять нажрался, бросил бушлат на пульт. Степан Геннадьевич, ну, смотрите, порадуйте хотя бы, ну, комментариям по поводу переворота в Непале. Все уже разложили через неделю после ШОС, сближения Индии и Китая. Активно сейчас Трамп как бы пушит, как don't push the horses, да, пушит эту тему, мол, давай, Моди, давай дружить опять, ну или хотя бы попытаемся как-то подружиться. И тут между Индией и Китаем переворот, причем с жертвами, с поджогами. Ладно, президентский дворец или там парламент, правительственное здание, парламент, да, то, что поджигали. Ладно, там погромы, все. Хилтон сгорел. Это визитная карточка Да, Катманду. да. А потом на следующее утро тоже картина маслом. Выходят эти зумеры, да, вот этот молодняк, которым соцсети запрещали, и ходят по улице с мешочками и собирают все. Уборка у них генеральная. Вы что, армия сказала, вышла, сказал, так, все, хорош. А жить-то хочется. Поэтому собирают все. Не, ну там то же самое, на самом деле. Те же самые знаки отличия у них. Организаторы те же самые, что в Таиланде, в Индонезии и сейчас здесь. Сорос и NED. Ну, там в эта часть, ну, хотя страна маленькая, это, по-моему, 30 миллионов населения, по меркам того региона это вообще ничто, да? Но, тем не менее, она является достаточно существенной частью китайского вот, Belt and Road, то есть нового шелкового пути. Ну и да, ну что, поднасрать, почему бы нет. Просто еще раз надо понимать, что такие вещи происходят исключительно из-за политики правительства. Правительство создает эти ситуации.
А там были совершенно отмороженные на всю голову чиновники, которые погрязли в коррупции вместе с силовиками. Коэффициент Джини зашкаливал. Еще они всячески этим кичились в соцсетях. Ну и бросили спичку, все полыхнуло. Не надо тут Сороса обвинять, либо американцев. Они сами все создали. Поэтому сами все виноваты. А началось все точно так же. 2 года назад они сказали, что соцсети должны быть подконтрольны нам, должны быть зарегистрированы здесь, должны быть представители и держать всю информацию личного характера на территории Непала, типа этого. Даем вам 2 года. Ну, разумеется, большинство соцсетей их послало куда подальше. Ну, вот их заблокировали. Какая-то до боли знакомая история. Очень, Да. очень знакомая история. Но почему-то, как бы, россияне не пальцы. А у нас просто холодильник не пустой. Тут же все очень просто. Холодильник, телевизор против холодильника. Холодильник полный пока. Ну, холодильник всегда побеждает телевизор. Главное, чтобы он не был пустым. Украина. Ну, знаете, приехал зубы сушить в Киев Ступ. Он вообще на мартышку похож. В общем, приехал, чего приехал? Ну, там же у него, там же Зеленская собирает саммит леди и джентльменов первых. Ну, у кого муж, у кого жена, там по-разному. И вот они все приезжают и А у участвуют, Стуба кто? и А у участвуют. Макрона. Панин приедет. А вместо Зеленской этот Ермак. Ну и, в общем, на как бы пресс-подходе, так сказать, после общения, ну там все традиционно, то есть центр города, поклонились павшим за Украину, возложили цветы, вот это все, ритуал соблюден. Пропустили по салфеточке, да, это все нормально. Келок потом к вечеру подъехал, Ну, нормально дочку надо тоже. проведать, да, нормально. С банками, знаете, вот это сумки передавали раньше, это поездами студентам с банками. Вот это Келок приехал, вот, то есть там, Санкционочку привез. ну так, вот. И Зеленский говорит, что ребята, значит, э, россияне специально отправили дроны на Польшу, чтобы переполошилась Польша, переполошилась Европа и не дала Украине ПВО. А так вот все было на мази. Вот сейчас как пойдут там нам вот эти все и ракеты, и установки. Э, ну, этого как бы и стоило ожидать заявления. Как вы оцениваете вообще, что произошло, и какая реакция на то, что произошло? Реакция ожидаемая. А что произошло, я думаю, была в чистом виде украинская провокация. Собрали там макеты, насывали запчастей, которые собрали с упавших дронов и пустили. Белорусы это знают, поляки, я думаю, тоже знают, откуда полетели дроны. И потом, дроны пролетели откуда? С территории Украины. Значит, украинские дроны по определению. Мы здесь при чем? То есть, провокация как раз очень удачно ждали, как раз обрабатывали Западную Украину в это время, ну и типа что-то туда залетело. Ни в одном дроне никакой взрывчатки, насколько я понимаю, не нашли. Подтвердить, что это именно российские дроны, тоже не могут. Одни слова, никаких подтверждений пока нет. Нет, ну подождите, Поэтому, ну, есть фото, есть такая, серия, нет. есть, ну, Серия – это детали, а детали принадлежат этому дрону или нет. Экспертиза-то как проводится? То, что там, знаете, сказали Туск, ну, он сразу, он же у нас ясновидящий. К большому счету, это абсолютно пофигу, чьи-то дроны, кто-то полетели, потому что если бы Европа готова была воевать, ну, поводов достаточно, да, чтобы использовать для начала войны. Они абсолютно к этому не готовы. Ну, в очередной раз все посмеялись над их системой ПВО. Причем все это происходило в окрестностях важнейшего логистического узла Жешув, да. Ну и что, сбили там 3 или 4 дрона, как говорят остальные, упали сами. Класс. так ПВО. денег потратили сколько? Да. Ну, это то же самое, знаете. Я думаю, что это провокация в чистом виде, по аналогии с этим
попаданием непонятно чего в здание правительства. Тут тоже. У вас там же новенькая, да, какая-то дурочка, что ли, у вас премьер-министр в Украине селфи делает. Сделала селфи в сгоревшем кабинете. А там, понимаете ли, травка, какое-то озеро. Ну ладно, она дурочка, в СБУ тоже придурки работают, не могли проверить, что она постит вообще. Кошмар, позор, позор. Малюку позор, двойка ему. Ну, там поди разбери, Малюку или Буданову. Да, ну да, там оба спеца такие. Нет, просто тут вопрос, тут вопрос в другом. Если это серия, ну, определенная, то о чем она свидетельствует? О том, что ресурсы кончаются, уже виллы поджимают, что вот так вот к ряду мы Ну, видели. вы знаете, я думаю, вообще, вот ведь, когда что-то такое делается, да, это делается, ну, понятно, что сами они это делать не будут, значит, пришла команда это сделать. Цель какая? Ну, я не знаю, ну, втянуть, скажем так, НАТО в войну, но это нереально. Должны быть какие-то другие, хотя черт его знает, что у них там после дорожки в голове. А, скажем так, попытаться использовать это как предлог для, скажем так, как же это называется-то, no-fly zone, закрытие Бесполетная неба над зона. Западной Украиной, ну, ну, слушайте, ну, у них оно там будет закрыто, я не знаю. Ну, 3 дня, ну, 4 дня, а потом у них просто ракета ПВО кончится. Вот и все. Ну, я думаю, просто вот нужна какая-то провокация, надежда на то, что там и Трампа как-то попытаться обратно втянуть, вернуть. Ну, что-то как-то вот все эти, знаете, такие подобия буч пока не взлетают. Первая буча взлетела, все остальные как-то уже не взлетают. Да и как-то, ну, Не россияне... хватает, не хватает, понимаете, вот мяса, крови, вот это что-то нужно, вот такое вот, чтобы европейцы вздрогнули. Вот как в Америке сделали. Прям попали в артерию, кровь, труп, это я понимаю. Или там девчонки горло перерезали. Ну, вот это я понимаю. А здесь, ну, какие-то дроны. В дом правительства что-то попало непонятное. Ну, масштаб не тот масштаб. Смотрите, если это цепочка, да, событий, срежиссирована и продумана, то какая цель? И что мы Вот я увидим говорю, какая дальше? цель? Вот цель, ну вот, ну, хорошо, бесполетную зону. Может она на это, еще раз, я повторюсь просто. Я думаю, что если бы Европа была готова к чему-то, за исключением чесания языком, да, как они любят делать, и вылизывания всего и вся языком, они бы, дай любой предлог, какие-то действия начнутся. А Европа это импотенты, они ни к чему не готовы, у них уже, ну и даже, там даже карандашом уже не поднять. Поэтому можно устраивать любые, хоть кровавые провокации, ничего не будет, никаких последствий. Только, понимаете, это у них цуцванг, ну хорошо. Поляки вообще, ну, 4-я статья НАТО, замечательно, идите проконсультируйтесь. Вы хотите использовать 5-ю статью, замечательно, используйте. Но она такая же, как и ядерное оружие. Да? Все хотят его иметь, но все боятся использовать. Поэтому вы ищете, я думаю, логику и разум там, где он уже давно не живет. Что у европейцев, что у руководства Украины. М, Если мы попробуем все-таки вернуться, ну хотя бы мысленно, теоретически, в переговорную позицию и как бы в формат прекращения войны. Просто тут же тоже есть такой эффект, очень и очень специфический эффект, такой важный. После вот этого всего трэша ни о каких-то мирных нормальных диалогах, переговорах Конечно. не может идти речи. Да. То есть с кем Именно так. говорить?
с убийцами пенсионеров, или, например, с теми, кто там дронами запускает по приграничью российскому, там Да. охоту ведет. Или, например, как говорить, когда вы утюжите Донецк какими-то интересными ракетами, их снимают на видео, ну, попадают они в кадр. То есть, ну, такие какие-то моменты, понимаете? То есть, ну, точка Но это называется бифуркации. СМИР, это называется срыв мирного трека, как говорят у вас там, да, аналитики, эксперты. Ну, кому он не нужен? Он не нужен британцам. Еще раз, Украина должна воевать до последнего украинца, чтобы нанести максимальный вред России, потому что еще немножко здесь нажать, там нажать, санкции новые ввести и кровавый режим. Я не шучу, это у них доктрина такая, они необучаемые, к сожалению, что вот Россия, что Иран, что сейчас, я думаю, еще они на Венесуэле того же наедятся, э, что с Индией, что с Китаем тем же. Поэтому такой вот срыв мирного трека. Ну, хорошо, ну, будет капитуляция, ладно, будут условия снова мирных переговоров, только они будут совершенно другими через какое-то время. Что от этого выиграют украинцы? Ничего, кроме еще там сотен тысяч трупов и разрушенной страны. Что от этого выигрывает Европа? Ну, не знаю. Возможность развития ВПК и милитаризации, ну, не смешите мои седые бейцы. С такими деньгами, без такой жопы, прошу прощения, задницы, что экономической, что военной, никто за такой короткий промежуток времени не вылезал. Денег нет. Ну, это смешные просто сигнования, там 150 миллиардов всего пойдет в ВПК из 800, которые они там планируют. Ну, надежда, я думаю, у них такая, что вот сейчас мы залижем, извините, попку Трампа до сплошной стены, что бедняжка уже конступация у него началась. Лишь бы вот пересидеть это время, чтобы он вернулся, нас не бросал на произвол судьбы, чтобы он снова через какое-то время вернулся в кейс войны с Россией. У НАТО, я думаю. Так, Поэтому они такие, а как в таком. воевать с Россией? Подождите, у них там то яйца, то соя в товарообороте. Прям так все растет, как на дрожжах. Я имею в виду Ну, Россия и уран США. откуда-то берется. Но еще раз, я вот пытаюсь рассуждать с точки зрения европейцев, потому что я вот, чем, скажем, дольше я живу, тем больше понимаю великую истину, что не надо путать идиотизм с теорией заговора. Вот реально, потому что вот есть действия европейцев, определенная последовательность действий, определенные, скажем так, заявляемые цели. Ну, замечательно, прекрасно. Чего они тогда добиваются? Вот я говорю, чего я думаю, они добиваются своими как действиями в недавнем прошлом, так и своими заявлениями. Вот они добиваются этого. Вы спрашиваете, зачем? Я не знаю, я не знаю. Ну, там психиатрам и наркологам работать надо. Ну, вот такой вот мой ответ на ваш вопрос. Какую цель они могут преследовать? Цель они заявлены нанесение стратегического поражения России. Замечательно, хорошо. Какими способами? Вы уже все перепробовали. Что следующее? А следующего нет. Есть только повторение старого. Будем повторять одно и то же, каждый раз надеясь на результат отличный от предыдущего. Извините, это определение слабоумия. М, Тяжелейшая, конечно, ситуация вообще в принципе с войной. Люди, собственно, плюются. Воевать дальше уже не вмоготу. Я имею в виду мирное население, обычное население. Причем, знаете, как насколько цинично выглядят вот эти решения. Ну, в общем, экономисты посчитали, что Украине не хватает 300 миллиардов в этом году. И дальше вот так подбрасывают и так вот тихонечко обсуждают. Потом я вот заметил даже, вот по поводу даже этой украинки ну, из метро Северной Каролины, да, не выпустили отца на похороны. Но это уже зверство, это просто, Ну, это за гранью. ну как, закон, нельзя, он там Это за гранью. не подпадает под возраст. Не вы, говорит, так вот же. Ну, а все остальные, как же депутаты все это, Шелупонь выезжает, бизнесмены. Не, ну Никого не подождите, отпустят. уже там прикрыли бывший дипломат. Не выезжает. И носитель Ну, это потому, важной что информации. рот раскрыл, успел убежать, пока не закрыли. А,
И вот параллельно с этим, да, вот этим кошмаром, мы видим, как не хватает ресурса, денег не хватает. Выплата гробовых, вот эти 15 миллионов гривен на семью, да, где погиб солдат, растянули на 80 месяцев. Мол, 3 миллиона сейчас дадим, а 12 будем помесячно тебе выплачивать. Это стабильность, это стойкость, вы все уверены в завтрашнем дне. Ну, какой-то такой лютый, ну, лютый трэш. Но А, нет денег. И понимаете, в чем дело? В этом всем вареве а, спрашивают там депутаты, а вот Зеленский подписал выезд 18-22. Мгм. А какая статистика у украинских пограничников? А украинские пограничники говорят, тю, а мы не считаем. Тю, говорят, мы не считаем. Зато поляки посчитали по воеводствам. Там плюс 4000, там плюс еще 4000 за этих дни, вот эти, да. То есть Мгм. люди едут, люди прут. Причем этого возраста посчитали. Это несложно, статистика как бы работает. Я вот не могу понять все-таки сверхзадачу по Украине. Что из нее лепят, что из нее делают? Ничего. Была возможность, скажем так, вот, если так отвлечься, когда только Украина формально обрела независимость в 91 году, да, ну, стали над ней работать, там и нациков растить, этих бандеровцев во власть толкать и тому подобное. А после Майдана стали работать очень плотно, причем Бжезинский тогда еще был жив. Нет, нет, Бжезинский уже умер. Умер к тому времени. Или не умер? Нет, не умер, не умер. Он позже умер. Он говорит, что надо из Украины делать витрину. И правильно, правильно делал, правильно говорил. Ну, тогда и Запад говорил правильно, что типа вот есть власть, а есть народ. Что в России, что везде. Потом всех в одну кучу. Большая ошибка была. Ну, не столь важно. Пытались делать витрину на самом деле. Нужно бороться с коррупцией. Даже какие-то антикоррупционные институты внедряли. На бумаге все хорошо, по факту соросятник. Что такое соросятник, все знают уже на своей шкуре, многие почувствовали. Ну, единственное, что сделали, это сделали вот какую-то подобие витрины из украинской армии, из ВСУ на начало войны. Да даже какое начало? Хватило года на полтора минимум. Может даже, ну, на 2 года хватило. То есть была возможность из Украины сделать витрину, но решили делать не витрину, а решили сделать торпеду. Потому что задача какая была? Задача была смена власти в России. Зачем? Ресурсы получить британцам. У них нет ресурсов. У Европы нет своих ресурсов. В Китае есть. В Китае есть свои ресурсы, плюс есть колонии в Африке и другие страны, скажем так, в тоже Латинской Америке, куда они плотно зашли. Там есть ресурсы. Они ресурсами обеспечены. Американцы ресурсами точно таким же образом обеспечены. Британия, Евросоюз нет. Значит, нужна ресурсная база. Вот она под этим самым, за углом практически. Причем раньше с ней все было хорошо. Мы ее доили как могли, все нормально. А потом что-то как-то не туда почему-то пошло. Теперь они как-то с китайцами. Значит, ну, самое простое сделать, это сменить режим. Ну, а потом даже дробить не надо, сделать полностью зависимый от нас, и все вернется на круги своя. Поэтому из Украины просто сделали торпеду. Что будет с Украиной, что будет с украинцами, их меньше всего интересует. Под это дело, на самом деле, в свое время сделали замечательный фильм с Зеленским в главной роли. И вот тогда, между прочим, начали раскручивать. Еще уже. Ой, и в России показывали тоже. Да, кстати, ну такой, да, вот если жить на постсовке, ну чуть ли не слезу пустишь, да, какая замечательная история в самом начале. Его уже тогда начали раскручивать. Выбрали его по морально-волевым. Ну вот, все, выбор полностью себя оправдал. Поэтому никакой надежды, никакой перспективы у Украины нет. Это страна самоубийц, которую бросили вот против этого антихриста. Она типа должна завалить антихриста, но не получилось. Мы же теперь официальный антихрист на Западе. Практически. Стоим у двери, ждем очередную жертву. Течет кровь с таких скуков.
Макрон так описал. Так Ну, это же у клиника. него там вообще беда у Макрона. Ну, у него клиника. Ну, а что хотите? Сколько у него там рейтинг? 10%? 12%? На самом деле, это не его, на самом деле. Это не его вина. Это, к этому все шло, что во Франции, что в Британии. Потому что все эти левацкие штучки не заканчиваются, когда заканчиваются чужие деньги. Вот они и закончились. Да в Германии. Ребята, все, у нас нет денег за социалку, нам воевать нужно. Нормально, да, Мерц Ой, заявил. сегодня включили сирены Ну, в народ должен быть в Германии. тонусе. Да. Эти что, калибры летят? Тренируются, понимаете, сирены включили. Макрона скинут, как вы думаете? Слушайте, уже пытались, не скинули. Ну, если даже и скинут, ну, придет какой-то еще кто-то такой же. Ну, это как в Штатах, еще раз, даже американцы уже говорят, что, слушайте, каждый раз голосуем, и каждый раз получаем Маккейна. Ну, хоть за президента. Так и здесь. Что Ле Пен придет, все будет то же самое. Ну, я имею в виду не она, потому что ей сейчас нельзя. Ничего не поменяется. Старые институты должны быть не то что разрушены, они должны быть реформированы. Реформаторов на горизонте что-то я не вижу. Интересный Могу. такой эпизод по поводу Британии. Вы так вспомнили, какая замечательная у них новый министр Да, полиции, там, она выходец из Пакистана. Пакистана, то есть она там уже кого-то сразу там быстренько отпустила, амнистировали, сообщили, да, и, в общем, ну, какой-то пчелы против меда, понимаете, то есть, Да, 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 ну, да, да. такой прям, видно вектор, видно, то есть, Видно, да. какой Да. станет Британия. А пакистаница, Но от колонии бывшей, там индусов и пакистанцев, по-моему, просто паки такие более активные и пассионарные, чем индусы. Ислам все-таки. просто есть такая теория, что вот это сейчас там, ну, мы ее тоже обсуждали, по-моему, но просто сейчас новые какие-то обстоятельства. Ну вот смотрите, Израиль творит ну, ерунду откровенную, то есть, да, настраивает Он против сам себя себя. уничтожает. Ну, пусть уничтожает. Не То будем есть мешать. задача какая? В общем, ввергнуть. Задача clean break, плана clean break. Под это дело еще этого Датаньяху убивал э, Шимона Переса в свое время. Ну, не он, а он подзужил всячески. Нашелся шизоид, который Перес и убил под этот план, между прочим. Clean break. Нет, просто что, такое ощущение, что вот тут расчищают в Украине землю, а потом, наверное, будут кого-то Ой, переселять? ой, опять это ерунда. Это новая Хазария, ну да. Ну, еврейцы будут заниматься разминированием территории. Я за. Добрый вы. Ой, да, кто же им даст? Запад 2025. И там поляки стягивают 40 тысяч войск. Полыхнет что-нибудь, как вам кажется? Не, даже если будут провокации. Ни одна из сторон сейчас не заинтересована. Я думаю, Россия не заинтересована, потому что все идет в нашу сторону. Лягушку варят на медленном огне. Она даже выскочить не успеет. Зачем усугублять ситуацию? Европа просто ни к чему не готова. Поэтому, еще раз, если бы они были к чему-то готовы, они бы уже, провокации бы было, могли использовать все что угодно. Они этого не используют, потому что не готовы пока, как они даже сами думают. Поэтому все это так. Даже если что-то и случится по ошибке, урегулируют. Там поляки повизжат, как обычно, но старшие товарищи скажут, ну, можешь, если хочешь, даже давай мы тебе соберем экстренное совещание с Совбез ООН, только угомонись. Степан Геннадьевич, вот просто чтобы понимать, да, там некоторые СМИ завтра вроде как, да, вот говорят, что исторический день для России, для экономики, для предпринимательства будут ставку рассматривать.
мол, существующая как бы гробит все на свете, а надо вот если поднять, то вообще будет вилы, а надо чуть-чуть опустить, но не сильно. Ну, в общем, какой-то вот экономический, ну, какой-то вот, не знаю, там, Рубикон должны перейти. Что вы думаете по поводу этого? Не заморачиваюсь даже. Потому что ущерб уже нанесен, экономике ущерб существенный, просто так опусканием ставки этот ущерб не ликвидировать. Это займет какое-то время, я даже не заморачиваюсь, потому что политика ЦБ, с моей точки зрения, она не подвластна глазу разума и логике нашего ЦБ. Хотя, если вот они тут выпустили очередной обзор что-то денежно-кредитной политики ЦБ, ну, почитайте, кому не лень, на сайте есть, ну, там, по большому счету, впервые, по-моему, четко указаны и сформулированы цели ДКП ЦБ, там, стабильность нацвалюты, ну, доходит по 30-40%, то есть нереально. Еще что-то, ну, я еще раз, я даже не заморачиваюсь по этому поводу. Да, друзья, подведем итоги опроса и перейдем непосредственно к вашим вопросам. Значит, к чему приведут залетевшие в Польшу дроны? 13% это начало войны России против НАТО, считает. 17 Украине будут больше помогать. 26 Украине не будут помогать совсем, и 45 Украине будут меньше помогать. Ну, то есть Зеленский прав, по мнению нашей аудитории. Говорит, они ударили, залетели дроны, чтобы не давали нам ПВО, а у себя типа берегли, потому что они под угрозой европейцы. Ну что, разумный ход. Какие хитрые русские, я даже вот, да, действительно, слушайте, как в Кремле какие прошаренные стали. Так вот, черт. Ну, а зелье иногда может такое выдать, такое, знаете. Если подумать немножко, войти в астрал, в муду, то можно понять, что он сказал, что это имеет смысл, да. Не, Ну, ну, F-35 тоже не могут все время сбивать дроны. А ракет «Патриот» на всех не хватит, как говорится. Ну, шутка, да. ну, вы понимаете, что Зеленский, он иногда действительно может сказать, если, ну, пока Путин не оккупировал всю Украину, мы побеждаем. Все. Ну, Да. все, что ты можешь сказать в ответ? Ничего. То есть побеждаем, ну, побеждаем дальше. Ну, за это, слушайте, это же все зависит от того, как определить победу. Если определять победу как временное существование Украины как суверенного государства, да, пока побеждаете. Так, переходим к вашим вопросам, дорогие друзья. Значит, вопросы. Тут Макрон дал ответ на забастовки Франции. Франция после инцидента с Польшей А направит. что там за инцидент с Польшей? А, это, я Да. понял. Короче, Рафали отправляет он в Польшу. В общем, круто. Это потужно, я считаю. То есть Рафали надо туда. То есть у него там свиные головы торчат возле мечети с надписью «Макрон». Макрон написано на одной из них, а он Рафали отправляет. Ну, это, конечно, да. Значит, переходим к вашим вопросам. Поехали. Вот такой вопрос из клуба зрителей Шелеста. Добрый вечер, Александр, дядя Степа. Вопрос. Способен ли Трамп оказать еще большее давление на Зеленского и ЕС для завершения конфликта, так как по сегодняшнему заявлению Каллас останавливать конфликт Европа не готова? Я напомню, она сказала сегодня, что будет 2 года еще, как минимум, война. А также введет ли все-таки Трамп стопроцентные тарифы на Индию и Китай и наложит ли санкции на Казахстан, чтобы надавить на Россию? Ну, я думаю, что Трампу это не нужно, да. Чем больше Евросоюз влезает в проблемы, тем лучше для него, пытался уже объяснить. А что касается санкций, ну, он же предложил европейцам сначала перестать покупать, вернее, сначала ввести пошлины на страны, покупающие российскую нефть и газ, в том числе на самих себя. Ну, правда, они помогают Украине, поэтому они будут вне пошлин.
А потом требовать того же США. На что европейцы сказали, что они не готовы вводить такие пошлины. Это все. Все, что вам нужно знать. Сообщество YouTube. Добрый вечер, Степан Геннадьевич, Александр. Значит, два вопроса. Первый. Убийство Кирка. Предупреждение Трампу от глубинного государства. Второй. Если гостей канала был один из экспертов, который жаловался на донос в СБУ от бдительных граждан. Писать доносы– это украинская или русская черта характера? Вызывали ли вас для профилактической беседы когда-нибудь из-за доноса? Нет, ну как, были заявления на меня, прокуратура, 3 дела было, они были на проверке в прокуратуре в свое время. Что-то там, кому-то что-то не понравилось, как обычно. Ну, слушайте, немцы пишут доносы, все пишут доносы, немцы доносят друг на друга, если там у тебя, скажем, появилась машина, которую сосед считает, ты не мог купить на честно заработанные деньги, например. Поэтому эта черта, в принципе, общечеловеческая. Она как-то очень близко, по-моему, коррелирует с завистью. Ну, тут прикалываются в чате. Деды стучали и нам завещали. Ну, тут Ну, далеко не все деды что-то стучат. Но некоторые убежденные марксисты-ленинцы, да. По поводу Кирка, Петр Скоморохов пишет, убийство Кирка, открытие охоты на преемников Трампа. Да, ну, слушайте, я не знаю. Если, еще раз, вполне возможно, что так сожгли Рейхстаг. Посмотрим, что будет дальше. Война в Украине закончится до чемпионата мира по футболу в США в 26 году. Если будет война и чемпионат мира, то демы на этой почве свернут сразу Трампа. Прокомментируйте, пожалуйста, мое умозаключение. А почему они свернут Трампа? Ну, если война и Нет, а параллельно... почему? А связь какая? Ну, будет там многомяч, а тут война, и что? Если войны не будет в СМИ часто, то о ней никто и вспоминать-то не будет. Мнение Димуры насчет войны. Поменял ли Димура мнение насчет войны Польши и России? Или просто НАТО отдаст Прибалтику России, и на этом все? Конец НАТО, и будет новый Евровоенный союз. Именно так хотела Европа. Ничего не понял. Ну ладно. Ну, я не знаю, нафига нам Прибалтика, нафига нам Польша. Единственное, наверное, путают с тем, что я говорил, что следующие на очереди на эту самую скотобойню румыны, после украинцев румыны и поляки. Согласно концепции НАТО. Добрый вечер. Вопрос. Америка, по сути, признала Лукашенко президентом Украины, пишет пользователь, и уважаемым сильным лидером и начала снимать с него санкции. Это такой способ начать торговать с Россией через посредника. А что будет с Да, да, Тихановскими? Светлану же да. до сих пор считают в Европе законным президентом Белоруссии. Спасибо, Дмитрий. Но это проблема европейцев, я думаю, да, потому что есть у меня подозрение, что те 5 миллиардов конфискованных российских денег США, которые они говорят, я думаю, они будут конвертированы в запчасти для Боингов из Беларуси поставлены в Россию. Я думаю, батькову для этого сейчас и обхаживают, и с него все снимают. Ну, запонки красивые, запонки Замки красивые. красивые. Ну, уважаемый человек, слушайте, уважаемый человек. Я так понимаю, что будут летать белорусские рейсы, белорусские Легко. самолеты по Санкции с России. Белавия. Белавия может летать теперь в США без проблем. Но и вопрос в том... через российское воздушное пространство, кстати. Все нормально. Все проблемы решены, батька снова с гешефтом. Плюс уважаемый человек. Красавец. Просто красавец. Если предположить, что все войны ведутся за коридоры торговые пути, зачем России тогда коридор к Балтийскому морю через страны Балтии? Что им там делать, в принципе? С кем торговать? Кругом враги. Если речь о подводных лодках, так Россия их может вывести в море с любого места. Я думаю, на самом деле, это такой атовизм, да, такие, знаете, фантомные боли. Что вот, там Балтика, Прибалтика.
Я думаю, уже просто разворот произошел. Единственное, что там очень мощная инфраструктура построена для импорта нефти и сжиженного газа, СПГ. Ее просто так не перенести, и нужно будет все строить заново, плюс еще логистическое плечо будет огромное по суше. Поэтому я думал, в основном это. Хотя газовозы и танкеры можно гонять и ледового класса через Мурманск. Я думаю, это вопрос, на самом деле, решаемый. Понимаете, какая просто заковыка Ну, получается? легендарный Петр Первый, он же там какое-то окно куда-то прорубал, как нам говорят, поэтому Понимаете, какая его сейчас забили, это заковыка окно. получается? В окно может быть туда, на запад, как раз-таки из Беларуси, ну, для россиян. А сквозить-то будет по Украине. Украина же что? Официально не признала Лукашенко, а Трамп признал. Ну, у каждого свои проблемы. Как там? Проблема папуасов шериф не волнует. Мгм. Александр и Степан Геннадьевич Анна пишет: Здравствуйте, Такер Карлсон на днях в интервью заявил: израильские шпионы, находившиеся в США перед 11 сентября, явно знали о подготовке этой Да, акции. Я слышала другую информацию, что всем евреям, которые работали в башнях, в том числе и владельцу, передали сообщение о том, что этот день да, выходить на работу не стоит. Что вам да, известно об этом? да, это факт, да, это фактический материал. Более того, я не знаю, висит ли сейчас на сайте Пентагона фотографии, но Пентагон от большого ума, по-моему, 12 в конце дня, уже 12 сентября, вывесил на своем сайте фотографии попадания Боинга в здание Пентагона. Советую их найти, но я вам так и пишу примерно. Вот представьте себе, там был, по-моему, 737 или 767 Боинг. Такая вот здоровая махина с двумя такими большими двигателями тяжелыми, которые сделаны из титанов, частично такой тяжелый плотный материал. И вот эта штука, вот рейс был трансконтинентальный, то есть там где-то, наверное, порядка 40 тонн топлива. Вот эта штука врезается, значит, в здание Пентагона, оставляет после такую маленькую дырочку, и перед этой дырочкой зеленая трава. То есть никакого пожара, ничего. Эти придурки все это выкладывают в конце дня 12 числа. Так что, да, никаких самолетов в Пентагоне в Пенсильвании точно не было, например. Ну, еще такая тоже вещь, знаете, когда будет там 11 сентября, эти самые Аль-Каида и тому подобное. Сидит, значит, этот, а самушка Бен Ладен в своей Тора Боре и говорит, что братья-мусульмане на 4 самолетах, так, все понятно, чел либо не в теме, либо гонит официальную версию. Лора Михалева, здравствуйте. Вопрос. Не так давно у одного аналитика услышала, что экономика Турции очень здоровая, правильная и быстро развивается. Хочется услышать мнение Степана Геннадьевича. Спасибо. Но она не совсем здоровая, развивается, да, развивается достаточно сбалансированно, правильно, там огромный промсектор, туризм не самая главная статья доходов, скажем так. Многие запчасти, многие вещи, которые вы видите у нас в стране, это турецкого производства. Там огромная проблема в том, что, скажем так, э, долг в валюте корпораций и правительства, он значительно превышает возможности этих корпораций его обслуживать. Чистые отрицательные резервы Центрального банка Турции, просто резервы, они составляют на данный момент, по-моему, минус 60 миллиардов долларов. Минус. Поэтому, если вы посмотрите на график как раз лиры к доллару, идет постоянно девальвация лиры. Инфляция там такая мощнейшая свирепствовала. Сейчас она начала снижаться, но официальная инфляция. Она даже стала снижаться, они даже ставку стали снижать. Но если вы посмотрите на стоимость денег реальную, то есть разницу между инфляцией и ставкой, то стоимость денег там отрицательная, по минус 10 или минус 20%. То есть вот такой вот уникальный случай. С одной стороны, у вас есть галопирующая инфляция, ну, может быть, еще не гиперинфляция, ну, зависит от определения.
Но поскольку с отрицательной стоимостью денег вы можете купить все, что угодно, и оно все равно вырастет в цене. И, вот, если у вас валюта баланса лира. Поэтому ничего здорового в смысле баланса валютного в стране нет. Это, ну, грубо говоря, дефолт по лире неизбежен. А дефолт корпораций крупных турецких по своим валютным долгам неизбежен, как и правительство. Вопрос в том, просто когда это случится. А пока, да, все вроде как-то растет, развивается. Тихо, мирно. Тут вот, Создается впечатление того, что так можно жить. Ну, это как, знаете, перед дефолтом 98 года. Тоже понятно, что валютная позиция, она будет дефолт. Вопрос в том, непонятно, когда будет, и вроде все довольны, все счастливы, бизнес прет, хотя инфляция. Так и там. э, публикует у Зеленского, скажем так, кадры встречи. Келлог приехал. Значит, что пишет Зеленский? Предметно обсудили. Вот я просто хочу, чтобы вы помогли вообще вот разобраться. Ну, то есть, мне был период, когда Зеленского можно было, ну, там, читать. Ну, что за него напишут или там что. То есть, слушать иногда вообще невозможно. Причем это довоенный период. Он пытался что-то объяснять журналистам, ну, получилось такое, там, как вот то... Не, ну он же тогда, по-моему, мову только учил, да? Тяжело ему было. Такой какой-то, какало, мазало, лепило, понимаете, то есть там, и человек задает вопрос какой-то, а там просто, ну, ни о чем. А, предметно обсудили давление на россиян и то, что можем сделать вместе с партнерами в тарифно-санкционной политике, А что еще можно сделать? чтобы как можно скорее была возможность встретиться на уровне лидеров и закончить войну. Занавес. Фанфары, барабаны. Это, Да, это сильно. это как? То есть Не, ну, мы но обсудили... раньше все правильно, все правильно. Раньше было как-то что-то связано с ситуацией на поле боя. Ну, теперь это проехали, там уже все понятно. Теперь остается перемога исключительно в экономическом случае. Принуждение России к миру через экономические рычаги и финансовые. Так Ну, еще это, раз. я вам скажу словами Кучмы, так це ж було вже. Это же было уже. Ну, Ну, было, но все равно, ну, надо же что-то, вот, чего-то толпе нужно кидать, да? Что типа мы работаем, надежду не бросайте, с фронта не убегайте, вот перемога будет скоро. Хотя вот такие все разговоры, они на самом деле о мирном треке особенно, они, конечно, очень мощно поднимают морально-боевой дух украинской армии, безусловно. Я не хочу быть последним умершим на этой войне. Я не хочу прилета ФАБа в последний день. Пора текать. Ну, понимают они, не понимают, не знаю. а, Александра, весь конфликт между США и Индией начался из-за требований прекратить закупки нефти России. А недавнее заявление главы Минторговли США с требованием прекратить закупки и открыть индийский рынок, по мнению Трампа, сблизит две страны. Расчет на гегемонию, которой уже нет, как по мне, Трамп прям корежит его, что Индия так бабло на нефти рубит, явно жаба душит, плюс рынки хочет. Ну, я думаю, тут еще исключительно, на самом деле, конфликт, насколько я понимаю, начался после того, как Трамп потребовал в телефонном разговоре от Моди написать маляву в Нобелевский кабинет, как это сделали пакистанцы. На что Моди весьма опрометчиво сказал, что ты, рыжий, здесь вообще не по делах. Мы сами с Пакистаном замирились. Тогда, судя по всему, Трамп на него заимел зуб. И кроме шуток, это уровень мышления Трампа, это уровень сейчас американской политики, кроме шуток. И именно поэтому на Моди и стали обкатывать механизм санкций. Ну, как-то не очень хорошо получилось. Скажем прямо. Как-то почти не получилось. Там Да, наоборот, ну, Моди еще скидки выбивают у россиян по нефти. Скидки. И так, дружеские скидки. ну, то есть, Не, ну вы тоже должны понимать, что это за скидки. Давайте не будем вот это торгаться, потому что статьи УК, возможно, за клевету. Скидки это кому нужно, и ну, чей карман нужно скидки. Так что, знаете.
Всем нужна своя черная касса. Режим Николай, ответственный. Николай спрашивает, Степан Геннадьевич, а разрешение выезд 18-22 это чтобы увеличить число голосующих за рубежом? Как там голосуют жители Молдовы? Можно спросить. Да, это новый на самом деле механизм такой придумали на Западе, да, как менять правительство внутри страны, оставаясь за рубежом. Есть такое дело. Не знаю, честно говоря. Я придерживаюсь той точки зрения, что я думаю, это просто выпускают наиболее волатильную часть населения. Это молодые люди до 22 лет, потому что если ты выйдешь на условный там Майдан или Сарасят и начнешь что-то мутить, а у тебя возраст попадает под демобилизацию, ну, тебя быстро бусифицируют. А этих трогать нельзя формально. Это вот мое, скажем, личное мнение. И я думаю, это, конечно, с точки зрения пиар была большая ошибка, потому что это, конечно, демотивирует и деморализует армию. Не то, чтобы там из них можно было кого-то набрать значительно, но, может быть, 1200, наверное, можно было бы найти, да, дополнительно. Возможно, даже бы они как-то где-то что-то, может быть, стабилизировали. Но с точки зрения деморализации, я думаю, это была просто политическая ошибка тупая. Именно деморализация армии. Значит, Виталий, Степан Геннадьевич, про две известные российские беды нам поведал классик. Последние события в Штатах тоже, похоже, выявили две американские беды. Левацкие масс-медиа и Биг Фарма с ее антидепрессантами и гормональными зельями. А какие беды у защитницы европейских ценностей Украины? Заранее спасибо за ответ. Те же, что и в России. Ну, в России сейчас дороги роскошные стали, честно сказать. А первая беда, она мало того, что осталась, она еще получила определенные гендерные разновидности. Я думаю, Украина то же самое. Только с гендерными разновидностями побогаче будет. Все-таки це Европа. Значит, вот такой вопрос. Александр из Ульяновска задает. Степан Геннадьевич, может ли Россия в будущем превратиться в эдакое ЧВК от Китая в европейской части, по примеру, как Израиль от США на Ближнем Востоке? Ну, не совсем ЧВК, просто сырьевой придаток, да. Э, Какой-то решалу на Ближнем Востоке и в Азии, да. А ЧВК для Европы, ну, Европа, она осталась на задворках цивилизации. У них больше никогда уже не будет ни армии мощной, ни экономики, ни какого-либо политического влияния в мире в ближайшее время, там, я не знаю, на сотню лет, если не больше, пока они не изменятся. Поэтому здесь нет надобности никакой в ЧВК для Европы, на мой Денис, взгляд. да, Денис Лукьянов, вопрос пропитанный сомнениями. В Писании сказано, по плодам узнаете их. С точки зрения именно действий, а не пустых заявлений, есть ощущение, что Европа готовит сюрпризы для России, демонстрируя откровенную слабость. Он не может понять, Денис, собственно, то в Европе денег нет на социалку, а 300 миллиардов для Греции как чихнуть. Особенно подозрительно, что ВПК Нет, нет, нет. Европы Какие якобы, 300 миллиардов? якобы не растет. Или у них задача просто Украину уничтожить, а с Россией конфликт не планируется. Ну нет, чисто, смотрите, я думаю, там на самом деле все как-то более запущено. И многое не лежит на поверхности, что касаемо вот истерики и вообще предполагаемого конфликта с Россией. Тут, я думаю, есть два аспекта. Вот мы как-то их освещали тоже в ваших программах, я думаю. Первый аспект – это цель существования евробюрократии. Что вот держит всю эту небинарную кормушку в целости и сохранности? Нужна какая-то связывающая идея для Евросоюза в данной ситуации.
Ну, связывающая идея может быть одна, только одна, это какая-то угроза извне, с которой все должны бороться. А с климатом что-то как-то не задалось, да, вот все эти климатические изменения, долго на них молились, что-то пытались сделать, но пока что пришлось, как говорится, зубы положить на полку. Кстати, это была основная тема фон дер Лейн. Зубы Ее на полке. коалиции, да, тема такая Ги- политическая и Гинеколог, финансовая. гинеколог кладет зубы на полку. Интересно. Ну, вы знаете, нам такие встречаются субъекты с такими зубами, что ой-ой-ой. Зубов боятся к гинекологу не ходить. Ну да, зубов боятся кое-что не делать, да. Но это как раз по ее части. Ну, возвращаясь к нашим баранам. Поэтому нужно срочно находить какую-то замену, которая бы, во-первых, всех объединила бы и служила бы как некой религии. В том смысле, что если ты паразит, скажем, венгры те же, открываешь рот против этой темы, то осисяем, мы тебе денег не дадим, и вот так вот всех пороть, чтобы все объединялись, а главное электорат объединить ради какой-то великой идеи. Ну, какая может быть идея после климат? Климат, вообще все хорошо объединяются на страхе. Ну, климат был такая страшилка несколько отдаленная, достаточно абстрактная. А тут, слушай, этот самый антихрист ворон, русский антихрист. Осязаемая идея с историческими, скажем, параллелями. Тут еще так удачно втянули в войну в Украине, все прекрасно. У нас есть некая объединяющая идея, единственная, да, вот еще раз, это ресентимент Ницше. Когда Евросоюз уже не в состоянии объединяться ради чего-то, а может объединяться только ради, вернее, бюрократия Евросоюза, а против чего-то или кого-то. Это уже, ну, религия рабов, так называемая. Не реально рабов, а вот ментальных рабов. Второе – это попытаться запустить экономический цикл расхода именно ВПК. Хорошо, мы отказались от российских энергоносителей дешевых, заводы Volkswagen закрываются, зато открываются заводы Rheinmetall, условно говоря. Но слушайте, для этого нужны не 150 миллиардов там, на 5 лет или на 4 года, а здесь нужно миллион 500 миллиардов, грубо говоря. Ну, чтобы и просто возьмите, грубо говоря, возьмите размер экономики Евросоюза, там сколько, 15-16 триллионов в год, да, ВВП, и вы за 3 года собираетесь вкачать 150 миллиардов и добиться этим чего? Ничего. Тут должны быть совершенно расходы совершенно другого плана. Хорошо, они программу анонсировали на 800 миллиардов. Но еще раз, вот эти 150 это как раз из этих 800, которые пойдут в реальные инвестиции в ВПК. Все остальное это озеленение лужаек в военных частях, грубо говоря. Или пансионаты для военных и генералов, условно говоря. Поэтому попытка не питка, говорил Лаврентий Павлович. Ну, ничего у них из этого не выйдет. Но пытаются. Значит, вот такой вопрос прислали. Значит, цитируют, что, в общем, как будут срывать мир, замысел руками Украины устроить провокацию в Приднестровье, спровоцировать Россию на ответ, вовлечь Молдову в войну. Значит, спецслужбы Франции и Британии исполнять будет Зеленский и Санду, сорвать мирные переговоры, продолжить зарабатывать на войне, помешать Трампу и республиканцам на выборах в Конгресс в 2026 году. Значит, в СМИ просочилась непубличная переписка военных ведомств Молдовы и Франции. В ней идет речь об утверждении плана совместных стратегических мероприятий. План подписали в Париже на встрече начальника Генштаба армии Молдовы и Франции. Для обострения французская разведка планирует переброску военных в Приднестровье. Затем Зеленский даст команду на контртеррористическую операцию в Приднестровской Молдавской Республике. Президент Молдовы Санду одобрит и в случае успеха останется у власти уже в случае даже проигрыша на выборах. Уже сейчас в Украине формируется какая-то ударная группа из неких молдавских бойцов иностранного легиона. Значит, как вы к этому относитесь, спрашивает пользователь
One. Ну, как вполне реальная возможность, я думаю, как раз все это затевается, чтобы Санду осталось у власти. Если раньше это там рассматривалось, возможно, как какое-то обострение или пощечина России, то сейчас все стало значительно более прозаичным. Нужно сохранить власть Санду. Вырубить Приднестровье, то есть из процесса голосования, возможно, даже перенести выборы, типа война идет, какая-то контртеррористическая операция, не знаю, как ее назовут, это зависит от Конституции и юридической казуистики, которую будут использовать. Я думаю, исключительно вот с этой целью. Поэтому все возможно, да. Ну, это просто ускорит, скажем так, уничтожение всего и вся на Западной Украине и взятие Одессы. Логистики не будет. Так а нечем, подождите, нечем же брать Одессу. Как-то нечем. Ну так, корабли гоняют. Да, они же давно все потонули. Я Нет, имею в виду, смотрите, десантные корабли, ну, гоняют. А брать, форсировать Днепр вроде как сложная военная операция. это зависит от того, что будет на противоположном берегу. А там просто, ну, вот, например, в Херсоне, насколько я понимаю, там никаких серьезных частей ВСУ нет и не предвидится. В ближайшее время их просто нет в природе, например. Да и потом, еще раз, это же достаточно, чтобы полетел фронт в другом месте, чтобы рассыпался фронт. И началось просто бегство и потеря управления ВСУ. А дальше уже, там, знаете, кто пришел, тот и взял. Чат трансляции. Степан Геннадьевич, скажите, пожалуйста, госдолг США страны покупают и до сих пор держат. Зачем? Чтобы иметь возможность покупать энергоносители и сырье через биржи США? Нет, ну система петродоллара давно мертва, да, по одной простой причине, что, хотя про нее еще говорят о том, что вот когда она умрет, просто посмотрите на, скажем, объем дефицита, годового дефицита правительства США и на накопленные резервы за все время существования этой системы, скажем, теми же монархиями залива. Это вещь уже давно несопоставимая. Она как раз разрабатывалась для того, чтобы монархии финансировали дефицит бюджета, систему петродоллара, и торговали только нефтью за доллары. Нефтью за доллары давно не торгуют. Я вам открою страшный секрет, что, по-моему, аж шестого или седьмого года, 2007 года, по-моему, или восьмого, на бирже ICE торгуются поставочные контракты на нефть в евро. Хотите купить нефть за евро? Пожалуйста, покупайте фьючерсный контракт, выходит на поставку, вам поставляют нефть за евро. Ну и все. Поэтому все эти сказки про систему петродоллара, она уже давно свое отжила. Зачем накапливают? Ну, слушайте, это уже политика центробанков. Да, у вас, если у вас профицит торговли с США, то у вас, соответственно, накапливаются доллары. Эти доллары Центробанк вкладывает в нечто, скажем, надежное, а именно госдолг США. Самое надежное, во что он может вложить, как они считают, госдолг США. Но в последнее время, по-моему, вот начиная, кстати, с 2014 года, доля, доля долларовых активов в портфелях Центробанков сократилась на 15%, ни много ни мало, и была полностью замещена золотом. Так что идет реальный процесс дедоляризации, он идет достаточно быстро. Мгм. Значит, вот такой вопрос из чата. Объединю даже два. Значит, Игорь уточняет, говорит Димура, что войны Европы и России не будет, но в начале программы говорит, что в будущем будет. На чем делаете такие умозаключения? Сарказм надо понимать, сарказм. А техник спрашивает, возможно ли война армии России и армии Европы на территории Украины конвенциональными средствами, или такой конфликт быстро перерастет в ядерный? Слушайте, вопрос хороший. Я думаю, что возможно, перерастет ли он в ядерный, если США не будут участвовать, не перерастет. Просто ядерный арсенал несопоставимый. И, честно говоря, скажем так, я себе сейчас вот слабо представляю, чтобы какая-либо даже войска НАТО, даже там их 100 тысяч американцев, они
ну, скажем так, долго продержались бы по одной простой причине, что они очень давно не воевали. И, во-вторых, они никогда не воевали в таком конфликтах такой напряженности и требующих такого расхода материальных и человеческих ресурсов. У них их нет просто. А российская армия же давно воюет уже. Много чему, судя по всему, научилась, как, впрочем, и остатки украинской армии. Вот если Значит, Хохлов развернуть против Запада, вот это будет весело. Степан, Отомстить Лондону, Хохлы. Степан, на фоне БРИКС и ШОС может ли в мире возникнуть новый военный альянс в противовес США и НАТО? Ну, я думаю, на самом деле США достаточно, да. НАТО без США это так, пустой звук, по большому счету. Ну, за исключением, наверное, Турции. Но и то. Посмотрите на китайскую армию, достаточно на ее количество, на ее оснащенность. Тут главное смотреть не на армию, а на ВПК. Они в месяц сейчас штампуют по 1000 крылатых ракет китайцы. Мне пофигу, какое у вас крутое ПВО, его не станет за день. Поэтому здесь же нужно смотреть на потенциальные конфликты. Какие могут быть потенциальные конфликты? Возможен потенциальный конфликт в Латинской Америке, в Южной Америке. Возможен. Потому что туда очень плотно зашел Китай, в ту же Боливарианскую республику. Да? Американцам это очень нравится, они будут его пытаться выдавливать. У Китая будут мощные логистические проблемы, слишком далеко театра боевых действий. Полезут ли американцы туда, как им ответят в Китай, не знаю. Но отвечая, ну, чтобы вы понимали всю сложность этого вопроса, сейчас воюет уже не армия, воюет ВПК. Здесь у Запада шансов вообще нет в ближайшие десятилетия. Да ладно, что вы так хороните в ВПК Запада. Нет, Тут, нет, еще тут раз, сообщение люди, пришло, сообщение. люди должны понимать одну простую вещь, что технологиями, конечно, замечательно, но, как показал конфликт в Украине, обычная война никуда не делась, а для конфликта такой напряженности, особенно с применением новых беспилотных технологий, ВПК должен штамповать вооружение, я не знаю, как горячие пирожки. А возможности в американского ВПК, ну, чтобы вы понимали, вот там Украине обещали сколько, 3000 ракет каких-то, вундервафель. Эти вундервафли непонятно, когда будут поставлены, потому что опытный образец должен быть готов только в октябре, 10 потом штук, да. опытные образцы. А потом они собираются найти подрядчика, который будет выпускать в лучшем случае 1000 ракет в год. Что такое 1000 ракет в год? Ну, это по большому счету в конфликтах такой интенсивности ничего. Если они Патриот не могут резко увеличить производство, основная ракета ПВО, о чем говорить-то? Где воюет уже ВПК, все это другое. Алфина спрашивает, заберут ли такие 300 миллиардов резервов, как уже 3,5 года грозятся? А если нет, то что с процентами будет, которые уже получила Украина? Я думаю, тут Европу ждет такая крутая подстава. Я думаю, там уже все договорились, что с разрешения России, с разрешения России по договоренности с США эти 300 миллиардов будут инвестированы в США. Соответственно, Европе придется их вернуть. Но если кто что потратил, уже будут с американцами разбираться. Возьмут натурой. Ну и проценты вернуть тоже американцам придется в качестве инвестиций. То есть они формально останутся нашими, но будут работать в американской экономике. Европа еще, она зря вот там что-то пытается разогнуться, ей еще в колено-локтевой стоять и стоять. Значит, вопрос, что будет с евро-долларом в ближайшие пару лет? Как вы оцениваете Не соотношение? знаю, я думаю, что евро хана. 0,87, 0,74 дальше. Э, Почему-то, не знаю, Владимир очень много раз пишет, пользователь в чате.
интересуется, как Степан Геннадьевич бросил пить. Заранее благодарю за ответ. Очень, как, ну, не просто, конечно. А, Ну, провел в отрезвителе, я помню, сколько, наверное, лет, дней 10. А, Лет. а потом, а потом мне кололи, значит, капельницы, а самое главное, кололи, дай бог памяти, это американский препарат, называется он Вивитрол. Это крутейший препарат. Что он делает? Он блокирует рецепторы, э, которые ответственны за получение удовольствия не только от алкоголя, но и от наркоты. У него эффективность более 90%. И в Штатах, если вы идете лечиться от алкоголизма либо наркотической зависимости на курс этого препарата, вам правительство возмещает 80%. Мгм. Работает, то есть, фантастически. Я же, естественно, испытатель там, хотя мне говорил сам бывший в завязке, мощнейший вообще психиатр и нарколог, что Степан, не вздумай никогда, можешь сорваться. Ну, я прочитал по препарате, думаю, ладно, через 6 месяцев все прошло, думаю, дай-ка я попробую. Ну, из любопытства. Купил любимого вискарика 0,75, выпил 100 грамм, ни в одном глазу, 200. Короче, всю бутылочку я офигачил, ни в одном глазу. То есть вообще никакого Это восприятия алкоголя. перевод денег получается. Вот именно, это, грубо говоря, вот я попробовал, да, действительно работает. Фантастический препарат. Зачем пить, если ты не пьянеешь? Смысл? Ну и все, и бросил пить. И так. Самый тяжелый был первый, наверное, 1,5 года. А теперь я нюхач, например, могу алкоголь спокойно нюхать, отличать возгонный спирт от гидролизного дерьма, которым нас поет. Ну и вообще, конечно, трезвый образ жизни это здорово. Это реально здорово. Еще курить бросить. Но это Да-да-да. уже не перенесет. Вот так вот и завершим на трезвой нотке. Завершим наш сегодняшний стрим. Степан Геннадьевич, спасибо вам большое за время и мысли. Спасибо вам. Друзья, следить за Димурой можно на его телеграм-канале, а также есть ссылка, в общем, интересуйтесь лекциями, да? Переходите, милости просим. Поставьте лайк этому видео, не забудьте, пожалуйста, и напишите хороший, добрый комментарий. YouTube последнее время колбасит жестко, поэтому ваши лайки нужны как никогда. Но самое главное, добра и света. Увидимся.